Привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале Мотострак. Это канал про моторы грузовиков, где я вам показываю, как разбираю двигатели, собираю всех европейских классов двигателя автомобилей, то есть MAN, Scania, Mercedes и так далее. Сегодня к нам приехала вот такая вот Scania R400. Притянули ее с посторонним стуком двигателя. Стук только на оборотах, на холостых работает ровно, без всяких посторонних звуков. Соответственно, делаем перегазовочку, газуем, у нас появляется металлический стук. Будем производить диагностику, выявлять данную неисправность. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотри, вот я снял форсуночки. Смотрим камерой эндоскопом в первый цилиндр. Вот здесь вот, сейчас, секундочку, подверну. Вот, удары на поршне. Чем, пока не могу понять. Видны на поршнях вот удары. Ну, то есть, что-то там летало, что-то попало в цилиндр. И вот здесь вот задиры на гильзе. Вот так вот. Вот так вот. Вот сильный задир на гильзе. И на поршнях, на поршне что-то имеется. Смотрю второй цилиндр. Здесь тоже сверху. Вот здесь он риск имеется. Здесь задир. Поршень по нему тоже кажется, что-то дефект имеет. Так, третий, четвертый и пятый цилиндр, проблем таких нету, задиров. Вот здесь на шестом тоже имеются задиры, вот они, на гильзе. И тоже поршень состояние такое, может быть, это просто нагар. Надо снимать головки и смотреть воочию, что с ними. Так, всем привет, у нас вот такая вот Scania R400 со стуком в двигателе. Приехала к нам, сняли мы форсуночки, увидели эндоскопом вот такие вот поршня. Вот такие вот поршня. Также задиры. На гильзах. Но, как оказалось, звук исходил не отсюда. А звук исходил от распредвала. Распредвал у нас вот в таком состоянии, роглик кулачка. Вот так вот. Теперь мы будем снимать двигатель для замены распредвала и гильзопоршневой группы. Так, коробку обрезали, снимаем. Сама. Так, от двигателя все открутили. Все патрубки системы охлаждения, надува, топлива и так далее. Открутили подушки двигателя, скинули КПП, поднимаем двигатель. Итак, двигатель у нас снятый.
Поставили мы его. Будем разбирать перед в правую и левую сторону. Затем снимем сцепление, кожух маховика и будем доставать распредвал и гильзопоршневую группу. Начнем спереду. Ну, какой молодец, Славка, блин. За меня и сканер разобрал. Сняли мы турбину, проводку скинули, разобрали правую сторону. Сейчас разбираем левую. Сняли мы здесь топливную и проводку. Снимаем компрессор. Тоже уже грызло. Борозды у нас уже и тут появились. Этот съеден кулак. И видно, борозды хорошо видны вот здесь вот тоже. Так, все, здесь мы закончили. Переходим назад двигателя. Снимаем сцепление, маховик и кожух маховика. Диск в хорошем состоянии. Сальник немного потекал. Совсем малость. Уже подтекал. По сцеплению у нас выработка вот здесь большая. Ну, относительно большая выработка здесь и выработка на пружинах. Рекомендуем менять сразу. Ну, тут как уже захочет владелец. Мы скручиваем эту шестерню паразитную, откручиваем шестерню распредвала, достаем оттуда распредвал.
Ну вот распредвал мы достали. Теперь переворачиваем его на бок и достаем гильзопоршневую группу. Так, перевернули мы блок. Так, мы блок перевернули, скрыли, открутили масляный насос, скрыли его. Он имеет большие царапины. Подлежит замене. Сейчас мы будем вскрывать вкладыши, смотреть, доставать поршня. Возила царица ночь, ни пустынный, ни дождь. Которого у нас точно нет. На всех выработка, а здесь пробежалась немножко стружка. Но при этом коленвал при этом не пострадал.
Задиров не видать, но в любом случае будем доставать коленвал и замерять его. Сейчас еще достанем гильзу, посмотреть. Так, мы промеряем постель блока цилиндров, блока двигателя, постель от вкладыша. Все у нас там в нулях, 0,1 соточка, на крайней 2 сотки, остальные 0,01. Также сейчас промерим коленвал. Ну, грубо говоря, 92, 990. По всем